вот этот розовый, можно сразу замечать. Ну, с разными оттенками. Это, допустим, чисто белый будет, это немножко желтовато, это чуть-чуть с розовым оттенком. Вот это я и хотела. Я уже прилипла сейчас к вот, мне божественно нравится эти. Да. Вот смотрите, чем отличаются женщины от мужчин. Мужчина берет сразу, задачу берет глобально. Женщины размениваются на мелочи. Они смотрят вот эти детальки. Почему вот женщины, они так любят украшать себя? Мужчины не замечают женщины украшения, все вот эти вот финтифлюшки, они их не замечают, они цельно смотрят на женщину. Ну, максимум делят на две части. Да. А вы вот застреваете на это, вот так вот выписываете и тратите время. Нужно сначала решить основное. Так. Вот это немножко. Мы как-нибудь перекроем. Ну, допустим, вот этот белый будет перекрыт вот этим розовым. Все. Ну, тут под шишечку отметим. Остальное можно наметить цветом, если нам нужно что-то, еще какие-то цветы. Мы это уже все намечаем цветом. Так, это первый этап. Второй этап. Наносим просто. Берем большую щетину, большую кисть, рисуем большим инструментом и прокладываем тени. Тут у нас тени в этих цветах, так, немножко. Они как бы уже без белилок не возьмешь, ну тут уже берем с белилами. Так, сейчас обязательно лимонка нужна. Вот беда у меня какая. Вот так у вас легко, так теперь, значит, отходим. Здесь добавим, это все должно легко. Я как подобавлю, вот так легко. У меня все забивается. Такая срамота. Смотрите, мне лучше уже вообще не заканчивать. Вот эта техника, она очень близко к акварели. Мы работаем, первый этап он достаточно плотный, а потом вообще одна акварель пойдет. А сейчас нужно максимально тонко, но плотно, чтобы не было холста, накладывать вот эту первую, вот эти вот тени, которые мы видим, там, да, серединку, не темнее, нежелательно темнее, чтобы было. Вы делаете, добавляете любой всякий оттенок. Да. То, что, да. Нам не нужен очень чистый здесь цвет, максимально чистый, ну такой вот средний. Вот здесь в основе лимонный кадмий, плюс легкая грязь от прошлого сеанса. Вот она не дает. Так, в середине желтой, снаружи зеленовато-фиолетовый. Вот тут вообще такой серенький цвет. Вот берем зеленую, берем фиолетовую. Так, вот получается такой серый цвет. Он не бесцветный, он активный. Такой вот, он с цветом. Цветной серый получается, из двух этих красок. Зеленый, да. белил, 3 цвета. Ну да, белил, естественно, без белил никак. То есть белые надо белил. Ну да. Нет. Да, ну как? Вот такой оттенок без белила уже никак не возьмет. Все мои вообще белил. Вот по форме. Так, здесь сразу какие-то вот сюда оттенки похожие можно занести. Здесь за основу у нас будет так, более желтый. Вот, видимо, Наталья, вот эта ошибка, Татьяна, одна из ошибок, вы можете много краски накладывать. Ее нужно накладывать немножко. Ну вот, тонко. Здесь ее чуть-чуть, вот столько, она не будет мешать следующим слоям. Потом, вот, как правило, если много переложить, уже такая начинается вот мясистая такая жилкость, с которой начинающей очень трудно справиться. Так. Вот такая заготовка. Вот розовый. Берем что-то розовое. Ну, то есть на грязючке вот этой. Да. Слишком чистый цвет не нужно. Вот когда мы, смотрите, когда мы солнечные, цветы, освещенные солнцем пишем, вот там очень нужен напряженный чистый цвет. Здесь все-таки такие цвета, они такие более сдержанные. По крайней мере, вот она красная. Так, берем теплый красный. По периферии что-то молочное, да, фиолетовое. Делаем быстрые такие сравнения натуры с палитрой и ловим приблизительно цвет. Не нужно стопроцентно его подбирать. Вы мешаете больше 3 цветов, да, получается? Послушайте, смотрите, не парьтесь по поводу 2 цвета, 3 цвета или там 5 цветов. Главное, цвет должен оставаться пока еще цветом, не переходить в грязь.
Я вам из 2 красок сделаю грязь, из 3 легко. Тут не в количестве, а пока цвет остается цветом, пока вы сможете носить вот такую одежду, это еще цвет. Четкой границы нет между грязью и цветом. Но когда вы почувствуете, что это уже какой-то никакой цвет, вот это уже грязь. Вот, да, еще по поводу 2 цвета, 3 или там 5. Мы же все равно не сможем чисто отмыть кисть. У нас же все равно прошлые оттенки, вот тут зеленый. Ну зачем нам перфекционизмом страдать, отмывать, чтобы у нас, там, не дай бог, не получилось 4 цвета. Все равно будет от грязи, чисто механически. Так что забудьте про это. В белых цветах очень много зеленых рефлексов. Даже если это не видно в натуре или фотографии, если мы рисуем фотографии, их нужно ввести чисто вот по памяти. Если вокруг листва зеленая, вот смело капельку зацепили зеленого или салатового или чего-то еще, перенесли. Да, ну все равно промелькнет где-то. Особенно вот там, где рядом зелень. Так, вот заготовка. Теперь по фону что решаем? Какой фон? На чисто вот этом будет, если картина чисто темную сделать, она темновата будет. Но это не очень страшно, конечно, если взять. Мне хочется, чтобы она такая была воздушная. Воздушная. Так, тогда берем, ну, допустим, за основу, сейчас попробуем, может быть, фиолетовое что-то. Опять же, фон закладываем, четких правил нету, каким цветам какой фон. Просто пробуем. Смотрите. Да, грязи не должно быть. Вот, допустим, мы в 2-3 места вымазали эту краску, потом поменяли цвет, попробовали там что-нибудь добавить посветлее. Ну, опять же, напоминаю, берем с запасом, не делаем чисто светлый фон, берем такой фон, чтобы потом было ножами, у нас, чтобы мы могли спокойно что-то делать интересное на нем. На светлом мы уже, а поскольку мы идем на высветление, темное некрасиво смотрится, если мы начнем темным, тут грязь, понимаете, вот такой, а светлым всегда красиво, когда идешь на высветление. То есть основное правило в масляной живописи — идем на высветление, тогда красивая укладка получается, укладка краски. Под цветами вот здесь нужен так называемый вот каркас тональный. Жду, не перебиваю. Да. Что у нас с тенями здесь? Берем кисть. Сейчас. Каркас это что значит? Каркас, смотрите, если у нас вся будет картина в одном тоне, там, ну так, чуть-чуть светленькая, чуть-чуть где-то темного, она будет, да. А вот если мы заложим кое-где такие максимально темные пятна, это будет как бы держать картину, держать вот ее, ну, как скелет, понимаете? Нужно вот без белил, чистой кистью создать какой-нибудь цвет, ну вот тоже зеленый, допустим, или коричневый, можно теплый сделать. Вот на основе коричневого попробуем. Так, вот немножко закрыли, избавились от холста. На этом первый этап, ну или второй, как там считать, вот он заканчивается. Вот это есть заготовка. Да, можно немножко растушевать переходы вот эти, они нам на этом этапе не нужны. Первым. В тени, вот в наших тенях мы нарисовали, собственно, тени сначала. Тени для фона, темные места для фона, темные места для отцвета. Вот немножко растушевываем, даем немножко выветриться разбавителю, и уже на третьем заключительном этапе мы будем прокладывать цветовые, накладывать лепестки, работать с фоном и так далее. Начнется уже такое самое интересное, ну такое уже ювелирная работа. А пока вот это, ну в принципе, вот если считать, что важнее вот этот этап. Если правильно заложишь, как фундамент у дома, вот если он верный, дом будет стоять, и картина состоится, если аналогию брать. Если что-то будет не то, не гармонично, если вы, допустим, вы сюда холодных, внутрь возьмете холодных оттенков засунете, как многие начинающие берут, им кажется, что тут что-то холодное, они берут фиолетовым буквально, так не бывает. Будь то солнце, да, ну это будь то на солнце, будь то в холодную погоду, внутри предметов таких вот здесь, в частности, вот в этом будет всегда тепло. Тени нижние будут теплые. Даже вот если зелень зеленая, как бы холодная, дает рефлексы, но все равно эти рефлексы будут
зеленый оттенок теплый имеется, такой тепло-желтоватый зеленый. Короче, ну, в общем, как-то так. Так, давайте, Татьяна, догоняйте. Я сейчас пойду с Натальей работать. Вот. Нет, второй. А вы, давайте, как вам устроит, если я вот просто поставлю? Или вам могу дать еще там одну рогатину? Ну, в принципе, вот так то же самое. Ну, может быть, так. Да, ну так не хуже. Накапали немножко. Давайте, сами смажете, сделаете фиолетовый оттеночек на тройничке, легкий, рисуночек, ну и примерно вот такой же. Так, отлично, все отлично. Это можно в камеру сказать? Или на повышенных тонах? Я же не понимаю, что ты там богомазишь все. Кто бы ты тебе, Господи, на другой конец Нет. Москвы, Ну, в темноте, прешься. Все правильно. Вот смотри, ничем не отличается. По Да тону ладно. вообще. Ну, говорю, ничем не отличается. Да, только Цвета вот этого нет. Ну, Теперь будем менять. так, Ну, теперь приятно. начинается второй этап, на котором уже берутся вот эти мягкие кисти. Так, Уже, да? да, уже все. Что теперь? У нас немножко растушевана вот это вот, нам не нужна плотность. То есть фон у нас желательно, чтобы он был мягкий. Я вот... Все, Да? отлично. Даже лучше, чем у меня, серьезно. Так, смотрите, Татьяна, давайте. Вот Всё, теперь смотрю. делаем акварель. Угу. Вот такой вот, примерно вот эти оттенки краевых. Сначала начинаем с боковых листьев и пробуем собирать в центр. Вот место, где точка, откуда растут все в основном цветы. Вот сюда ведем вот это движение. Резкий вход. Вот это для меня. Вот это для. Ну так вот вся отличается. Пион сложная штука, но если вы с пионом справитесь, все остальные цветы будут вам даваться прям в одно удовольствие. Ну, это я вот буду, наверное, Хорошо, да. до конца своих дней осваивать, ездить, пока не выгонить. Я вам показывал или нет, у народа получается прекрасно. Даже Получается, значит, не от середины, а в крае, да? вот все цветы в этой технике рисуются от края к центру. Все перпендикулярно. Сводим вот этот цветок. Так. Разнообразим оттенки, пока не очень светло, не чистыми белилами, а сначала вот таким, Прозрачным. да, Такой родной цвет, вот Да. это, да? Вот, все оно вот такое. да, она в одной гамме, поскольку краска жидкая, там все эти фон, он тоже влияет, все прозрачный. перекрывают. Так, ведем, но не забиваем полностью нашу предварительную вот эту тень. Вот в данном случае лимонная, здесь красная. Мы оставляем. Кое-где между лепестками у нас должна мерцать. Вот я свожу вот в эту точку с учетом изгиба. Вот смотрите, не прямо туда веду, иначе прямые были бы совсем. Вот если вот этот, вот так вот с учетом изгиба, раз, тут может какой-то быть вот так вот изогнут, задний. Часто бывает у пионов, он вот так вот идет, отвернуто, большие такие. Вот он, раз, пока вот так смутненько рисуем. Потом можно взять вот эту... То есть теневые маловато, наверное. Маловато, добавим, ничего страшного. Нет, но белый цветок, он весь прозрачный. Смотрите, если мы добавим потом белил, уже почти белыми, может и нормально быть. Белые, они тонкие лепестки, там прямо свет проходит между ними. Если нужно будет, мы аккуратненько добавим и растушуем. Так, вот можно взять вот такую двойную кисть и... Боком, да? Нет, не боком, тоже перпендикулярно. Смотрите, вот тоже, ну тут я слишком светло взял, как бы. А вот как, Олег, насчет, прошу прощения, даже Да. забываю, а как насчет один цвет положить на этот Можно, кончик, а второй, да. какой с белым положить? Ну вот если один белый, возьмите Да. краплака, возьмите, и вот что-то будет, ну какие-то, Посложнее, да, можно, да? Смотрите, кстати, такие кисты хорошо рисуют, вот можно рисовать просто сначала большой, у них одна маленькая, вторая большая, потом вот так. Ну, я купила, Как-то вот. на нее молюсь. Очень хорошо. Она сумасшедшей скоростью, вот смотрите, у нас сердцевину и нарисовал. Пока я там 5 слов сказал, нарисовал. То же самое и здесь. Смотрите, только нельзя перестараться, чтобы забить вот эту Вот нашу это у меня предварительную. была беда, Да, да. Я не забила. торопитесь. Раз. Тут уже тоже она как бы в эту точку сходится, но с таким, с Как с хаотичностью. лимонным хорошо. Да, хорошо. Белый очень хорошо.
Понимаете, вот тут тоже сходится в точку, но более хаотично. Там вот есть хаос. Ну, он более распущенный. Да, допустим, астра, еще какие-то цветы более такие вот регулярные, там вот есть симметрия, здесь в нее особо нет симметрии. Угу. Там такой немножко с хаосом. Перезрел уже. Да, вот как-то вот так можно как-то нарочито сделать вот, ну, нелогично, и глядишь, оно более живо будет, чем если бы мы что-то выводили. Смотрите, поскольку цветков здесь очень много, это очень важная вещь. Не тяните линию, лепестков много, а просто рисуйте только начало лепесточка. Их настолько много, что у них торчат только кончики. Если начинать тянуть, как у нас не то получается. Поняли сам принцип? Да. Только касание. Раз. Вот я уже так и оставила. Спаси Господь мне туда залезть. Смотрите, вот, подождите, боковые лепестки тут недоделаны. Заходим смело на фон. Вот перпендикулярно от центра. И он как бы немножко недомешанная краска. Это 50-ка, да? Это 50-ка, да. Вот для такого размера то она вообще только... У меня с короткой ручкой. Ну, ручку уже пускай муж приделает. Или сейчас он приделает. Ну, кто там у вас ручку делает? Так, вот тут нужны оттенки. Закажу, говорит, на мебельной фабрике. Дай образец. Так, вот немножко... Пока теневые, повторяюсь, не в полную силу белого, а такие, те, что внутри как бы светятся. Ну, потом, когда высохнет, выветрится white spirit, станет опять же как глина, и мы потом спокойно светлые сможем нанести легко, без перетирания, без каши. Берем густой краской, можно взять, поискать уже фон. Идем на высветление. Олег, не надо вот это вот растушевывать вот такие. Вот я по ходу 10 вопросы задаю, перебиваю, но потом нет, у меня вопросы правильные. Пока... Перед вот этой можно. нужно растирать или можно все-таки это оставить? Ну, здесь уже немножко растет, там не очень грубо. Но когда грубо, лучше растереть. Лучше немножко растереть. В акварель такой. Темненький должен быть какой-то цвет. И потом, повторяюсь, никаких правил нету. Просто на свой вкус идем на высветление и ищем какие-то оттенки. Понравится, не понравится, смотрим, попробуем, ну дай-ка какую-нибудь оливковую попробуем, может подойдет. Попробуем, ну вроде так, ну вроде ничего, попробуем где-нибудь еще. Это что касается ножа, он очень грубо рисует. Есть у нас вот эта кисть, которая мягкая и вообще это супер. Я ее уже растирала. Да. Можно боком поискать тоже оттенки, уже бочком. Она мягко рисует, мягко ищет. Дай подальше отхожу, что ты смело заходим на объект. Вот, да. Смело. Мы потом их, они только больше будет, не будет этой аппликации, жесткости не будет. Переход будет. Да. Оно будет в одной среде, в какой-то такой художественной, что ли. И мы стихийным смело заходим. Вот оно, такое почувствовали, ну, оставили потом. Короче, смотрите, вы меня сейчас будете догонять, я пойду дальше, пока вот делаете в этом ключе легкое, звонкое, полупрозрачное, вот что-то вот такое, чистыми цветами. Понятно, Олег, мне вот тут добавлять? У вас все как хорошо. Здесь, как здесь. Вот это? Ну, да. Можете немножко добавить. Контраст, Олег, а с фоном я не нагрязнила, нет? Хорошо. Так, вот это вы не делали. Сейчас мы немножко не буду делать, а вот это будем делать. Это просто мне здесь пару замазочков и все, отставляю. Так, зеленый гасим фиолетовым, чтобы не было Травяную, да? Травяную зеленую гасим фиолетовым колером. Смотрите, вот так с одной стороны светлое, с другой стороны темное на кисти. Что-то смотрим, вроде цветочный цвет. И попробуем аккуратненько. Вроде не вышибает, правильно? Вот. И можно внести вот этот вот, как нотки зеленого, нотки такие. Вот они. Пускай будет. Все, пока мы их не разрабатываем. Понимаете? А в конце мы уже дадим какую-то вот немножко. Ну, это тоже на этой потренируйтесь. Вот. Да, вот так. Можно вот с переворотом, можно еще как.
Ну, это просто. Вот важнее, кстати, цвет подобрать. Вот зеленый, да, да, да. в каждой картине свой зеленый цвет. Вот ты, Ой, нет, вот там этот такой храм маленький, подает листья его. красивые. Да, вот понимаете, вот оттенок. Главное, вот еще смотрите, подобрать оттенок. И очень важно, чтобы с одной стороны был светлый, с другой темнее. Он как бы должен ловить свет. Ну, тут я уже перебор с цветом, но тоже такое будет. И вот так можно ноток расставить. Если какие-то мы не угадали нотки, они легко прячутся. На высветление еще. Тут у нас подсохло. Берем еще, ну, почти белилами работаем. Сечевинку? Ну, крайние листики можно. Так, вот еще, ну, практически уже в полную силу уже, почти белила. Белила окрашена вот нашей зеленцой, грязью нашей художественной и плюс лимонный кадмий. Тоже не перекрываем. У нас должно и тень остаться, и вот эти полутеневые. Вот если мы добились прозрачности, но это не важно, можно еще. Можно, но и вот здесь, вот мне нравится. Ну, это не так, как в натуре. Ну хорошо, неплохо, по тону нормально. Можно немножко обвести ее нужной краской, ну вот глубины добавить, контраст. Придать ему форму и все. Вот он живой. Ну что, не живой, живой. Такой. То, что... Ну, я там уж прошлась раза 3. А вот не надо. Если почувствовали более... Лучше враг хороший. Вот смотрите, более нормально не трогайте. Всегда, как правило, мы всегда портим. Ну, это не видно. Ну вот, пока хорошо враг. Так, Татьяна, догоняйте, я пошел дальше. Делайте что-то подобное. Ну что, пошла сюда? Ну, конечно, не умеешь. Значит, надо растушевать. Но не все, да, Олег? Притоптать. Ну, Чуть-чуть жесткость, смотрите. Не все. Не растушевать. Вот. Чуть-чуть сплавить края. Вот смотри, ну тут, допустим, жестковато. Вот, ну, вот притоптать, раз. Вот так прям даже не руку держим с тряпкой рядом. Раз, притоптали. Все. Вот она уже как такое вот мерцание, да, нету жесткости. И все в одном единстве в каком-то становится. Но какие-то лепестки, какие-то контрасты должны быть очень жесткими, какие-то краевые, там, ну, что-то. Вот как вот такой вот добиться? Вот это же прям чудо. Кисточка это у меня лопаты такие, лопаты. Еще нежнее. Вы включаете всю свою деликатность женскую. У вас это должно получиться. Ну как умудриться не перекрыть вот это вот? Вот тю-тю-тю, пошел и все. Ну, держите себя в руках. Так, Татьяна, пойду я дальше, догоняйте. Что еще от меня надо? По-моему, уже все кончено. Нет, еще тут тонкости полным-полно. Да? Конечно. Ну, фон еще доделать. Вот такие вот. Заход на вот да. вот это еще нужно. Вот здесь лепестки. Ну, видите, еще полно таких вот. Тут листья и так далее. Блики, листья без бликов. И так далее. Работа еще прилично. Так что. Так, ну давайте. Я тоже как ходила, пришла, Олег поменял. А я говорю, господи, как же у меня хорошо получилось. А ведь моя-то. Такой винтаж делаем.
подсохнуть от времени. Если очень грубо снялось, вот так вот немножко специфически, и уже пушком нет. Ну, вы не против такой уклад? Алло. Ничего? Смотрите, по листку он был жесткий, но он подчинен. Вот мы прошли сразу, и все, он уже встал на третий план. Все. Ну, я тут наколбасила сколько. Вот это тоже вот берем, вот он тоже раз, все, он уже подчиненный, явно подчиненный, свою функцию выполняет, но так мягко, ненавязчиво. У нас главные герои цветы. Вот я хотела спросить, Алина, вот то, что я купила у вас, может быть, надо такое с этими закругленными, тогда будет не квадратная получаться кругленькие, нет? Смотрите, вы не так делаете. Да. Так она, вот на чем показать, мне не хочется на картину. Ну давайте, ну вот, смотрите, вот здесь. Вот достаточно прямоугольный ход. А если немножко под углом сделать, он как бы, можно под разными углами играться. Да, ну немножко и так играть. Пока прицелюсь, мне уже не крутить. Вы поймите, да, каждое движение будет разных характеров. Каждый вот, угол и так далее, все будет разное. Со стеклом. Ну, пока нормально, у вас очень даже ничего. Если не смотреть на это, ну что, я вижу пионы, цвет благородный, ничего не кричит. Вот тут немножко фальшивые оранжевые. Растушевать, да, немножко растушевать. И вот это место мне чуть-чуть не нравится. Да. Вот этот момент. Да, ну вот не хватило тени. Да. Можно жесткой кистью подложить и растушевать, можно вот этой плоской синтетикой. Вот. А как бы, вот здесь вот понятно, а вот с этим как быть? Ну тоже вот так же точно. Ну, вот. То есть не вырисовывать? Да, ну что ему вырисовать? Наш мозг все вырисует сам. Не нужно ему там все разжевывать окончательно. Так примерно. Вот. Да. Наш зритель все додумает. Да. Уважайте мозг зрителя. Он все это. Моя теория прям хватит. Да. Пусть додумают. Да, все додумает. Человек додумает. Человек ничего не будет додумать, он смотрит в целом. Да. Будет он там думать, что где тут листик какой-то красивый. Да, не разменивайтесь на детали. Все правильно. Вот так. Далее немножко намеком. Если жестко, то смахнули слегка, чтобы впаялось. Тут нормальную жесткость пускай покажу. Каркасик есть. Здесь? Да. Ну вот этого достаточно, чтобы картина не исчезала в тумане. Если у вас жестко получается, не стесняйтесь вот чистой кистью снять жесткость. Это едва-едва вот так вот. Это неплохо. Нам хватит контрастности вот здесь. Если тут будет легкий такой туманчик, это не страшно. Глаз зацепится за эти оттенки и прочтет там кучу нежных лепестков. То есть я этим пользуюсь легко. Вот спокойненько притаптываю, а контрасты оставляю вот здесь. Все легко. Ну, в общем, твердая четверочка. Серьезно. Ну, Серьезно? Вот, Четверка? Да, неплохо. Вы что? Я уже халтурю абсолютно. Просто я уже халтурю тут, конечно, абсолютно. Так тут должны быть оттенки и так далее. Ладно, вот я просто форму вам задаю. Да. Все. Ну все, смотрите, да. Девочки, спасибо большое. Доделайте. Ну да, доделаю. Я потом сфотографирую, я привезу показать, как я ее закончила.
Мне еще нравится.